Привет всем, с вами Эндумер. Закончилась официальная часть Alien Vendetta, содержащая в себе, как обычно, в обычном мегаваде 30 уровней. Все, вот классическую, вот именно такую, там, фундаментальную Alien Vendetta-скую вещь мы прошли, и осталось совсем немножко, но тем не менее важно, а конкретно 2 секретных уровня и 3 дополнительных уровня, о которых я рассказывал ранее, конкретно 25 уровень из первого релиза Alien Vendetta, который не вошел во второй релиз, мы обязательно посмотрим, и 2 уровня из новой Alien Vendetta 2011 года, который называется Black Label. Их тоже заценим. Тот 25 уровень сделал Андер Джонсон, там 2 уровня из Black Label сделал Брэд Спенсер, все товарищи нам хорошо знакомы, поэтому всех мы их почествуем таким образом, поиграв в их уровни тоже. Поэтому впереди еще 5 уровней, 2 плюс 3, и мы начинаем сегодня с 31 первого секретного уровня. Поехали. Ну что же, 31 уровень называется Killer Colors, то есть цвета убийцы, наверное, что-то около этого. 238 монстров, 3 секрета. И играет музыка, такое чувство, как будто из 31 уровня второго Дума, конкретно про Вульфенштейн, вот эта вся история, или мне кажется, так не знаю. Судя по всему, цвета убийцы, цвета киллера синие. Потому что все стены синие. Дверь тоже синяя, факела синие, от синего начинает синеть лицо, как говорится. И я помню, что в 15 уровне мы находили секретный выход на этот уровень, там все было тоже синее на входе к нему, и, соответственно, синее продолжается. Я только сейчас об этом вспомнил. Все синее, даже небо, даже портал, поэтому поехали посмотрим, что здесь не синего. Ну, вон бегают спектры, которым все равно какое окружение, они темные, прозрачные, хоть синие, хоть розовые, они будут видны все равно. Хорошо, что из оружия у меня есть? У меня есть только плазмоган. Пистолет довольно мало. Что же, я нажимаю на это и посмотрим, что еще здесь есть. Вылетает красный какодемон, что на синем фоне выглядит малость необычно и малость удивительно, потому как ожидается, что даже какодемон будет синим, но, по крайней мере, нутро, вот эти вот кишки, вот эти внутренности, они у него синие, так что баланс соблюден, гармония на месте, как говорится. Темно, ничего не видно, и спектром здесь, конечно, раздолье. Не то чтобы мне очень нравилось убивать спектров с плазмогана, все-таки я бы хотел, наверное, побить их с кулака под берсерком, но не дано. Не дано, вода тоже синяя. Если действительно весь уровень будет синий, мне кажется, после него нужно будет отдых от синего цвета, нужно будет посмотреть долго на что-нибудь белое или на зеленое, для того, чтобы глаза отдохнули после такой палитры. Ну что же, всюду вот эти синие рубильники, синие какие-то переключатели, но у меня нет синего ключа, поэтому нажимаю я их совершенно спокойно, не парясь, что удивляет меня, потому что я думал, что синий ключ где-то будет лежать в начале. Также интересно, что не выдают никаких других оружий, кроме плазмогана, поэтому по всей видимости дают мне насладиться стрельбой из него. Я много раз говорил, что я в обычных прохождениях Дума почему-то всегда игнорирую плазмоган, не стреляю из него. По какой-то причине предпочитаю пользоваться ССГ, двустволкой, то бишь, и БФГ, если надо кого-то крепкого долбануть и все такое, но дают мне поорудовать в этот раз шестерочкой, то бишь плазмоганом, поэтому вовсе не так плохо. Не так плохо, потому что к оружию к этому я явно не совсем привычен. Кажется мне, что как-то слишком темно в этом уровне, то ли освещение такое, то ли из-за того, что все синее, черно-синее какое-то. Ну и пока что, кроме какодемонов и спектров, не выдают вообще никого, поэтому приходится, конечно, ожидать какого-то западла. Наверняка в виде Арчвайла какого-нибудь, который будет умело маскироваться за всеми этими синими убранствами. Но надеюсь, что я ошибаюсь, потому как в этом уровне вообще не хочется видеть Арчвайла, это точно. Показалось мне изначально, что музыка, что уровень реально весь синий. Реально весь синий уровень. Реально показалось мне сначала, что музыка как будто из уровня закосом под Вульфенштейн секретного из второго Дума, который первый секретный, там 31 левел, но нет. Оказалось, что я ошибся, и это было просто какой-то такой похожий прилипчивый мотивчик. Такой тун-ту-ду-дун-ту-ду-дун, какие-то барабаны, щелчки, постукивания. Так, ну что ж, надеюсь, на этом эпоха синего закончится. Я там еще не все осмотрел, там вроде был какой-то секрет, или мне показалось. А я не могу уже вернуться обратно, что ж, давайте чуть-чуть подзагрузимся. Я сохраню... не, нормально. Вот, ну музыка это, конечно, не из Вольфенштейна, не похожа на... Так. Потому что я прям угадал, что здесь секрет. Мне просто показалось, что в таком зале, в таких стенах действительно что-то должно быть. Это действительно так и оказалось, но
Ничто, клянусь, ничто не подсказывало, что это может быть секрет, потому как это просто голые стены. Ну, уж слишком подозрительно выглядел этот зал. Слишком подозрительно. Не могло здесь быть ничего. Я думал понажимать куда-то вот сюда. Вот я думал, тут секрет, но нет. Оказалось, что нет. Так вот, музыка не вольфовская никакая, не с уровня с пародии с Вольфа, а просто похожа на него. И вовсе она к нему не относится, просто вот такой музончик. Что ж, зеленая гамма сменилась на... Ой, зеленая гамма, точнее, сменила синюю. Монстры тоже пошли другие, дали пострелять как раз из двустволки, наконец-то. И мне интересно, какие еще будут Killer Colors, кроме синего и зеленого. Я предполагаю, что красный, потому как стандартная палитра RGB это красный, зеленый, синий, поэтому вангую, что следующая палитра будет красной. Все будет в красных тонах, красных убранствах. Как это было в адских уровнях, которые Alien Vendetta как раз-таки завершали. Удивительно нашел я те секреты, до сих пор пребываю в каком-то таком небольшом приятном ступоре. Ну что ж, это было красиво. Это было красиво. Интересно, как они сделали все вот это вот, чтобы оно было все зеленым и синим, при этом сами монстры не подсвечивались, не подкрашивались. Не знаю как. Видимо, это не освещение, видимо, это реально просто такие выкрашенные текстуры. Обычные текстуры каменных стен, выкрашенные в зеленый и в синий соответственно. Но не подсветка. Не подсветка монстров в плане, иначе Hell Knight бы и Спектры, и Какодемоны все было бы также зеленым или синим в ответ. Что интересно, патронов больше не выдают вообще практически. Так что я очень, как говорится, жду. А вон и патроны. Довольно бодрая музыка. Кто где? А, вы умеете открывать двери, что ж, хорошо. Бодрая довольно музычка, не было почему-то в Alien Vendetta в самой такой, в уровнях ее, такой вот, такого вот типа музыки, кажется мне, что не было. Больше похоже на какой-нибудь Speed of Doom по тематике и композиции, но мне нравится, реально бодренько, реально четкенько, так оп-оп-оп, секретный такой уровень, там ходим, что-то разваливаем, там убиваем, стараемся, придумываем и, в общем, получаем удовольствие от уровня. Это большой огромный зал, в котором наверняка будет большой огромный бой. Ну да. Но за музыку респект. За музыку респект, реально нравится. Реально классно, реально интересная, хорошая музычка, под которой приятно зарубаться. Хочется, конечно, чуть-чуть поинтенсивнее бои, но я думаю, что будут они. Будут, так как только 5-ю часть уровня закрыли по килл-каунтеру. Боям большим, увесистым, весомым, серьезным, я думаю, быть. Так, я могу вернуться. Интересно, что там, но пока побегаю поверху, чтобы изучить возможности, куда можно будет убежать и все прочее. Стало быть, прошли официальную, так скажем, часть Alien Vendetta, этого ВАДа, снова закончен. Всегда как-то приятно ощущать это. А в случае с Alien Vendetta так особенно. Так, я вернусь назад, потому что тот зал я не дозакрыл. А я уже ухожу отсюда, кажется. Тут еще что-то закрыто. Всегда приятно на самом деле, когда вот вадни как бы прошли, закончили, добили. Ничего нету. 30 уровень пройден, как бы все как бы считается, кажется, числится, что все, ты вот прошел, дело сделан, все, дальше уже такая какая-то пошла расслабушка с этими секретными уровнями, какими-то дополнительными фичами. Ну, я говорил уже об этом в уровне 29-м, косвенно в конце 28-го. Так что, если не слышал, обязательно зайди и послушай, чтобы не повторяться мне по 1000 раз. Короче, прошли, и это приятно, это классно, это прям очень здорово и радует меня. Но я не могу сказать, что секретные уровни играются как-то спахля, как-то вообще на отвали. Нет, просто как-то более расслабленно, потому как чувствуется, что основное позади. Основное позади, дальше уже дополнительные какие-то придаточки такие. Поэтому играем, проходим как ни в чем не бывало, но ощущение такого вот какое-то интересное такое ощущение есть, присутствует. А, у меня есть BFG откуда-то, я даже не заметил, когда я его взял. Но Rocket Launcher у меня нет. А смогу ли я его телефрагнуть? Не смог. Очень жаль. Поэтому, коль скоро Alien Vendetta все пройдено, закончено, по ее 30 уровням, дальше мы уже так поигрываем в остаточке, то, в общем, пришла пора решать, что играть дальше, какой вадник брать на прохождение следующим. У меня, конечно, было изначально несколько вариантов, несколько версий. И вообще я обычно и не задавался этим вопросом, у меня как-то все было более-менее распределено по
ну не то, что прям по очередности, но по осознанию того, какой мне хочется ват следующим поставить, показать, посмотреть, поиграть и прочее, прочее. Но в этот раз я решил сделать немножко по-другому. Я хочу... значит, поэкспериментировать. Такой провести маленький экспериментик. И хочу, чтобы в этот раз ватник, который мы будем играть следующим, ну, не официальный, точнее, а главный ват, который выходит по утрам, основной, так скажем, выбрали вы, подписчики. Мне почему-то кажется это интересным экспериментом, интересная идея в целом, поэтому, ну, не то, что прям супер вы будете выбирать, понятно, у всех разные мнения, разные там варианты версии, какой там ватник хочется увидеть следующим, но мы с вами сделаем это вместе. Вот как мы сделаем. Выберем сообща. И вы, и я. То есть я выберу, скажем, 5 вадов, среди которых будут как классические, так и там среднего времени, что-то около 10-х годов, так и по современнее что-то. И представлю на ваш суд, и вы проголосуете. Проголосуйте за тот ватник, который вам хочется увидеть больше всего следующим. Для этого я использую, конечно же, Что это я сделал? Для этого использую телеграм-канал, который вот я создал не так давно, поэтому это, конечно, можно счесть как за очередной байт на заход в телеграм-канал. Возможно, это он и есть, никто не узнает точно, поэтому, когда это видео выйдет, а выйдет оно для меня завтра, для вас, вот оно уже вышло, раз вы его смотрите, в канале Эндумер, в Телеграме, ссылка на который есть в описании, везде, вообще всюду она присутствует, в шапке канала, повсюду она есть. Будет висеть голосование. Будет висеть голосование, в которое, значит, вам нужно зайти в канал, посмотреть это голосование, посмотреть на те 5 ватов, которые я отобрал, и проголосовать за тот ват, который вы хотите видеть следующий на канале в рубрике «Основной ват», который выходит по утрам, который главный, который мы проходим. Я сопровожу все эти вады картинками, то есть там будет список из 5 вадов, 5 картинок, и... А что это такое? Ловушка такая, что ли? Ну, кажется, да, раз уровень не заканчивается, по всей видимости, это действительно ловушка, но это малость непонятненько. Ну да, пережить это без вариантов, потому что я телефрагаю бочки. Вот, и выберите, значит, следующий ватник, и по результатам вада, набравшего наибольшее количество голосов, как интересно, телепортирующиеся спектры. Это необычная ловушка. Как мне убить тебя? По результатам, в общем, по результатам голосования, выбранный ват, занявший первое место, и будет обозреваться следующим. Я не знаю, почему я говорю, что это эксперимент, потому что так до этого я не делал, мы с вами так не делали, поэтому попробуем, посмотрим, как это будет. Если это будет интересно, если это всем понравится, не в последнюю очередь, конечно, мне, то, возможно, в дальнейшем мы так с вами поступать и будем. Я, конечно, всегда, наверное, буду оставлять за собой право выбирать то, что я буду показывать днем, потому что там всегда выходит разное, но утренние вады вполне мы можем с вами выбирать сообща. И мне кажется, это интересное дело, потому что это интерактивное взаимодействие меня и вас. Как я и предсказывал, сменились цвета сначала синего, потом на зеленый, после этого на красный, то есть RGB, как оно и было задумано, но что это был прикол со спектрами, с 2 спектрами в прошлой комнате, я так и не понял. Показать, что так можно делать? Ого! Ты что там, друг, застрял? Давай, Ревенант, я тебе поручаю это дело, но это будет долго. О, нормально. Но мне кажется, то, что я бы все равно не смог бы убить этого кибера. Или смог бы. Мне кажется, что на это расчет и был, чтобы я ударил его из БФГ, он телепортировался куда-то, но... Если честно, не совсем понимаю. Понятно. Не совсем понимаю я этот уровень как-то... Ну, на то он, наверное, секретный, не просто так все здесь есть. Потерял кучу здоровья, пока переключал оружие. Не просто так он секретный, потому что здесь какие-то странные, какие-то непонятные решения, какие-то... Я не знаю, я не устаю удивляться просто тому, что происходит. Реально непонятные какие-то вещи, какие-то непонятные заходы. Что с этими цветами? Что с этими спектрами, 2 телепортирующимися постоянно? Что с этим кибером, который там застрял, я его вытолкнул?
Что с этими стенами поднимающимися, отпускающимися? Что происходит-то вообще? Ну, да ладно, как говорится, секретный уровень на то и секретный, чтобы быть самым таким вот каким-то непонятным. Это для чего? Я вообще не понимаю. Ну, окей, пускай. Так, хорошо, это здесь. Где-то, судя по всему, судя по тому, что я слышу, гуляет и кибер где-то здесь. А, нет, это уже другой кибер, второй. Хорошо, что я подсохранил патроны на БФГ. Потому что понимал, что наверняка киберы здесь еще будут. И да, вот есть такая тенденция у некоторых мапмейкеров, у некоторых вадоделов. Тенденция в том, чтобы в секретный уровень обязательно кринжуху какую-то напихать. Какую-то кринжуху, кринжатину, для того, чтобы было совершенно непонятно, что происходит. Может быть, потестировать, обкатать какие-то вещи, какие-то идеи, которые вовсе не очевидные, так скажем. Почему у меня только синий ключ есть? Почему мне не дали в зеленой локации желтый ключ? Ого. Почему здесь мне не дают красный? Чуть ревенантов. Наверное, стоило подсохранить кибера. Я почти уверен в этом. Я, как обычно, сыграл неправильно. И за это поплачусь. Ну да. Слушайте, очень интересно. Но если бы я знал, конечно, кибера бы не убивал. Потому как здесь кибер очень полезен. Но, может быть, я могу спрыгнуть вниз? Ага. Слушайте, ну что ж, это нормальная тема. Я думаю, что так я и поступлю, раз уж я кибера просрал, убил его раньше, чем было необходимо, то я думаю, нормально будет идея. Я застрял в каком-то кантике. Застрял там, где был рубильник красный. Так вот, и красный ключ тоже почему-то не дают, поэтому все, зачем, почему, как-то так сделано. Может быть, так, да, так они обкатывают. Да нет, ну я же так хорошо шел. Может быть, реально мапмейкеры так обкатывают какие-то идеи, которые стесняются там реализовать в обычных своих уровнях. И, в общем, целью посмотреть, как это будет. Хотя, ну не знаю, почему тогда тестовую какую-то карту не сделать, да, спросите вы. Не знаю, нет у меня ответа на сей вопрос. Но похоже, это реально как на обкатку какую-то. Каких-то дел, каких-то вещей. И вообще, якобы к секретным уровням никто не подходит серьезно. Вполне вероятно, что так оно и есть. Я, как обычно, сохранился на 0 хп. Здоровья просто нету. Я сохраняюсь. Это в этом весь я, в этом моя привычка, в этом моя фишка. О, хорошо, что я делаю по 2. Что у меня по 2 квиксейва. 2 слота под квиксейвы, потому что это я, конечно, застряну здесь сейчас надолго таким макаром. Хотя можно, наверное, и так поиграть. А чё вы на это скажете, ревенанты? Ну что ж, нормально. Теперь можно методично их отстреливать, по крайней мере, с двух ног. Хотя, может, можно и так сделать. Да, если бы, конечно, оставил кибера, я был бы бой совсем другим. Ревенанты бы быстренько шлепнули для меня кибера. И оставшихся бы я добил с БФГшечки, вообще не парился. Но кто знал, кто знал. Я же не играю в это заранее. Всегда прихожу вот так вот нахрапом. Поэтому только так. Уйти, кстати, нельзя. Вот, и поэтому. Тем не менее, кто-то подходит серьезно к секретным даже уровням. И делают они их вполне себе осознанными. Вот если вспомнить там какую-нибудь, ну, Плутонию, скажем, по мне там довольно-таки секретные уровни такие, довольно серьезные. Ну, если не брать расчет Go to E, да, которым там какие-то ужасное количество монстров, и причем сильных монстров. Может быть, он и делался там с какой-то претензией на шутку. Или что-то такое в плане, посмотрите, сколько монстров. Ого, а это там никак побеждать. Типа вот, такое побить очень сложно, слишком много монстров, слишком сложно. Может быть, шутка была в этом, но, в общем, там были довольно, в общем, приземленные секретные уровни в остальных планах. Но в некоторых вадах вот так вот. В некоторых вадах секретные уровни это просто joke. Но не в плане посмешища, конечно, а шутка. Еще везде открывается. Так, хорошо. Ладно, можно возвращаться обратно. И где-то ходит недобитый мой кибер еще. И вот этот уровень
мне такую самую шутку как раз и напоминает, с какими-то неоднозначными, одиозными решениями, с какими-то такими вот заходами, с какими-то вариантами не совсем понятными мне. Чё к чему, для чего, что там реализовано, не ясно. Но очень интересно, как говорится, и очень забавно. Никаких секретов здесь нет, кислота не жжет, и на этом спасибо. Так, ну что ж, остается чуть меньше 100 монстров. Вот он, этот кибер, бедный. У меня как раз один патрон на БФГ для тебя остался. Ты мне оставил 3 хп, за это я тебя убью. А, и это выход. Что ж, я не знаю. Как-то не сильно похоже на это на выход, учитывая, что 80 монстров еще. Наверняка это фейковый выход, это шуточный портал, который в Alien Vendetta во всех остальных уровнях обычных был реально выходом, действительно выглядел как выход. Мне кажется, что это не выход, это телепорт. Ну, конечно, так и есть. Куда я, правда, суюсь со своими 3 очками здоровья, я не знаю. Но как-нибудь потихоньку. О, как интересно. Ну да, действительно, куда я суюсь со своими 3 очками здоровья, я не знаю. Че от меня хотят-то здесь? Я ведь ничего не успею сделать. А, нет, нормально. Где-то проснулось огромное количество кибердемонов. Смотрите, какой хитрый, да? Вот так, оба, взял, убежал. Обнял, приподнял. Сколько что там киберов просыпается? Либо кибер просыпается прямо где-то здесь, либо их там действительно много. Так, хорошо, уже что-то. Налево-направо, всегда ходим направо сначала. А нет, можно прямо? Окей. Так, направо, думаю, налево будет то же самое. Налево будет то же самое. Ну что ж, великий глобальный весомый бой впереди. Что там лежит? Там лежит карта и неуязвимость. Окей, давайте. Ничего себе, сколько киберов. Сколько арчвайлов? Да вы что, издеваетесь, что ли? Ну да. Вот это, конечно, да, конечно, оно. Это, конечно, шутка. Хотя довольно хардкорная шутка. Тут может подключиться какой-нибудь челак, сват или какой-нибудь там Сандер и сказать: я что, для тебя шутка? У меня заканчиваются патроны между тем. И мне нужно еще. Иначе мне нечем будет драться с этими оставшимися киберами, и без неуязвимости у меня уже кончилась. Может, мне нужно было успевать что-то сделать, но у меня ведь ничего не осталось. Это выход. Но нет, конечно, выход меня не интересует. Как же мне быть? И почему я не нашел один секрет? Так, а у меня нету другого выбора, кроме как сжечь из БФГ, потому что ракетницы у меня нет. Моя задача, конечно, как можно скорее убить всех арчвайлов. После этого по максимуму постараться убить киберов, но... Кстати, вроде неплохо получается. Где еще киберы? Вон кибер. Ну все. Дальше только придется рубиться с двустволки. Но по-прежнему можно оформлять инфайт пытаться. Кибер, видимо, обиделся, что я разок ударил его из двустволки, но... Но давай как-то пытайся работать. Нормально. Я почему-то на момент подумал, что этот бой какой-то... Какой-то жуткий, ужасный. А вон патроны лежат. Причем все 600. Подумалось мне на секунду, что бой этот какой-то почти непроходимый в плане... Там заканчивается бессмертие, там тебе ничего не остается. Но нет, вполне себе проходимый. Вполне себе нормально все вышло. Но я по-прежнему не нашел один секрет. И у меня есть карта, поэтому я могу, в принципе, попытаться это сделать. Если, конечно, могу вернуться обратно. Но да, в целом могу. Просто очень уж интересно, куда запихали секреты, что в нем лежит. А, я не могу. А, нет, могу. А вот он и секрет. Я даже без карты смог его найти, кажется. Или нет, или не смог. Слушайте, ну невидимость мне бы там, конечно, очень была бы полезна. Жалко, что я не нашел ее до этого. Че, кто, кого, куда, где? Где что отпускается-то? Эй! Вон оно где. Не очевидно. Ну что ж, нормально. Вот такой вот получился уровень. Вот такой вот получился уровень. Это я где? Это понятно. То, что я нашел выходом, то, что было выходом там, где я дрался со всеми этими монстрами на той арене, это был просто выход на 16 уровень. А это я нашел через 3-й секрет. Выход на Super Secret Level. То есть на 2-й секретный уровень, на 32-й, я полагаю, что это именно он. Ну и вот они все Killer Colors перед нами. Синий, зеленый, красный. RGB. Запомни, стандартная цветовая палитра. Если ты какой-нибудь программер, графический дизайнер, ты знаешь это и так.
Так. Еще огоньки, огонечки. Как красиво, посмотрите, как красиво. Буйство красок. Вот кто-то говорил, что третий Doom такой серый, весь такой некрасивый, непритязательный. Второй Doom наоборот. Я совершенно с этим согласен. Здесь просто буйство красок по сравнению с третьим Думом. Ну, это, конечно, вообще несравнимо, но Doom там 2016 Eternal вернет все краски на свои места, поэтому все. Ну что ж, прошли на 100%, сделали этот уровень. Яшар, Гарибзадей и Кристиан Кёль. Короче, два вот этих парня сделали этот уровень, Killer Colors. Довольно хороший уровень, такой симпатичный, мне он очень понравился, потому как красивый, краски, ярко, все красиво, прям приятно, очень по кайфу, как говорится. Было здорово, плюс какие-то неожиданные, необычные решения, плюс, опять же, довольно хардкорненько, потому что там была арена, и не одна, были какие-то бои, киберы, в общем, все классно в этом уровне было. Все он в себе совместил, все в нем было прям по кайфу, все прям было в нем здорово, очень уровень понравился. Что ж, посмотрим, если текст. Андерс Джонсон сделал следующий уровень, 32-й. Да, и... The Super Secret Level. Самый секретный уровень, супер секретный уровень. Тебе лучше бы тебе быть хорошим, скиллованным, значит, умелым. Потому что молитвы не помогут тебе здесь. Предупреждает Андерс Джонсон. Что ж, я внемлю твоим словам, дорогой товарищ, и посмотрим, что там за 32 уровень, но это будет уже в следующий раз. Посмотрим, как он начинается. Ну и начинается довольно бодрый и с криков кибердемонов. Почти 400 монстров. Я почему-то думал, что здесь будет гуляй, рука, балдей, монстр спавнер. Я думал, тут будет 1500 монстров. Ну, 400 тоже пойдет. И музыка из, в общем-то, из каждого конца уровня, правильно? Где арчва, вот эта картинка. Это музыка оттуда. Я, конечно, безошибочно ее узнал. Ну и вроде как она, в общем, из Херетика, правильно? Ну, думаю, да. В общем, вот такой получился уровень. Еще раз напоминаю про голосование в Телеграме, я которое запилил уже, если ты это смотришь. И заходи, голосуй, выбирай. От тебя зависит, каким будет следующий основной ват на прохождение. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик и оставляй свое мнение в комментариях под этим видео. Также забегай в канал в Телеграме, где голосование лежит. Спасибо за то, что посмотрел этот выпуск. До следующих уровнях. Пока.